Как выглядят самые брутальные автомобили в мире? От безумных Ламборгини до модификации Теслы, которая создана для езды после ядерного взрыва. Я покажу вам самые невероятные и мужественные автомобили. А, наконец, оставил вообще что-то невероятное. Майбах для рыболова или дачника, представляете? И начну с настоящего апокалипсиса на колесах. Juggernaut 6х6. От апокалипсиса Manufacturing – это настоящее чудо инженерии. Собранный на базе RAM TRX, он получил обновление в виде двигателя 6.2 Hemi Hellcat V8 с наддувом, мощность которого увеличена до 850 лошадиных сил. Это на 148 лошадей больше, чем у стандартного TRX. Этот зверь оснастили адаптивными амортизаторами Bilstein Black Hawk диаметром 2,6 дюйма. Благодаря заднему мосту Дана 60 с блокируемыми дифференциалами, Juggernaut обладает впечатляющей тяговой мощностью до 9071 килограмма. Внешность автомобиля также претерпела изменения. Расширенные крылья, прочная стальная решетка радиатора и агрессивный передний бампер. Дополняют образ светодиодные балки на крыше и переднем бампере. Хотя Juggernaut Razorback создан для преодоления самых сложных условий, он не забывает о комфорте и технологиях. Интерьер сохранил элементы базового TRX, включая 12-дюймовый экран Uconnect 5, премиум аудиосистему Harman Kardon, мощностью 900 Вт с 19 динамиками, подогрев и вентиляцию сидений, а также панорамную крышу. Особенностью этого монстра являются 6 съемных задних сидений, что позволяет вместить до 11 пассажиров, делая его идеальным внедорожником для больших приключений. И во сколько обойдется это чудо? Стоимость уникального Juggernaut 6х6. Razorback начинается от 269 999 долларов США. Неплохо, но это лишь начало моего брутального списка. Вот еще одно безумие. Румынский автомобильный бренд Dacia, основанный в 1966 году, обрел вторую жизнь после присоединения к группе Renault в 1999 году. Благодаря этому модели Duster и Sandero Stepway стали показывать отличные результаты продаж не только в Румынии, но и за ее пределами. Хотя в США эти автомобили малоизвестны, талантливый CGI-художник, известный как Piston Zero, представил, каким мог бы стать Dacia Duster после доработки всемирно известной тюнинг-компанией Hennessy Performance. В своем видении художник создал образ агрессивного внедорожника с широкими кузовными элементами, мощными арками крыльев и переработанными бамперами. Система подвески полностью обновлена, а на большие колесные диски установлены огромные шины Toyo AT. Для придания еще большей внедорожной ауры художник добавил множество аксессуаров. Камуфляжную пленку и другие интересные детали, добавляющие мужественности вполне обычному автомобилю. В сердце Аризоны, в городе Тусон, находится мастерская Ford F-250R, которая уже более 20 лет превращает обычные пикапы в невероятные внедорожники. Из всех их творений последним и, возможно, самым впечатляющим является Ford F-250 MegaRaptor. В сравнении с этим гигантом даже знаменитый Ford F-100 50 Raptor кажется скромным. Основой для MegaRaptor служит дизельная версия Ford F-250 с мощным турбодизелем V8 6,7 Power Stroke, который развивает 446 лошадиных сил и обладает крутящим моментом в 1254 ньютон-метра. Неудивительно, что переделка начинается с таких серьезных основ. Тюнеры из Ford F-250R внесли изменения даже в детали, такие как алюминиевые диски от броневиков МРАП, предназначенные для максимальной защиты от мин. Это потребовало адаптацию стандартных ступиц для крепления 10 болтами. Дополнительно интерьер авто может быть перешит более качественной кожей за $1600, а за $1450 установлены выдвижные подножки M-Research. Если говорить о внешнем виде, то ваш MegaRaptor станет неузнаваем после установки стеклопластиковых передних и задних крыльев.
подготовленных под огромные грузовые шины Michelin XL, размером 395 на 85, R20 с диаметром колеса в 46 дюймов. В комплект также входят УСИ, ления грузового отсека с стальными вставками, лифтовка подвески на 100 мм с элементами Icon и амортизаторы Bilstein 8. Для желающих еще большей мощности мастера могут установить новую выпускную систему, добавляющую 142 лошадиные силы и 339 ньютон-метров крутящего момента, систему холодного впуска, стальные бамперы с встроенной оптикой и держатель для запасного колеса в багажник. Переделка базового дизельного Ford F200 50 Super Duty обойдется в $28 тысяч, не считая стоимости самого автомобиля, который начинается от $41 тысячи. На выставке тюнинга Сема в Графтоне, штат Висконсин, компания SpeedKore Performance представила эксклюзивную версию купе Dodge Challenger SRT Demon, отличающуюся от стандартных подходов американских тюнеров. Вместо увеличения мощности приводного компрессора SpeedKore оснастили двигатель 6,2 литра парой турбонагнетателей Т4 на шариковых подшипниках. Кузов автомобиля выполнен полностью из углеродного волокна с прозрачным покрытием от ППГ, что делает этот автомобиль не просто легче, но и более агрессивным внешне. Стандартный Dodge Demon с его 852 лошадиными силами и так считается одним из самых динамичных автомобилей, но SpeedKore смогли выжать из битурбодвигателя потрясающие 1419 лошадиных сил. Это превращение ставит SpeedKore в один ряд с такими гигантами тюнинга, как Hennessy Performance, которые предлагают увеличить мощность Dodge Demon до 1500 лошадиных сил с помощью приводного нагнетателя. Помимо Dodge Demon на Сема SpeedKore также покажут другие уникальные проекты, включая перекроенный Mustang Coupe BMW 1970-х годов в современной интерпретации, заказанная Робертом Дауни-младшим, и Evolution Charger, классический Dodge с кузовом из углеродного волокна. На прошлогоднем шоу Сема была представлена версия Demon с кузовом из углеродного волокна, но без изменений в моторе. В этом году обновленный двигатель дополнил легкий кузов, что позволило новому Dodge Demon пройти четверть мили всего за 8,77 секунды, по сравнению с заводскими 9,65 секунды. Такое трудно назвать уже просто автомобилем, скорее гоночный болид. Ну и куда без невероятных обвесов для итальянцев? Lamborghini Urus уже заслужил репутацию одного из самых быстрых кроссоверов в мире, разгоняясь от 0 до 100 км в час за впечатляющие 3,6 секунды. С такой динамикой неудивительно, что Urus стал лидером продаж среди моделей Lamborghini, несмотря на стоимость от 200 до 300 тысяч долларов. Но что делает Urus настолько популярным? Ответ кроется не только в его впечатляющих характеристиках. Urus сочетает в себе спортивность и практичность с уникальным дизайном, который отражает дух итальянского бренда. Выразительный внешний вид с яйк-образными и шестигранными элементами делает его узнаваемым среди поклонников марки. В этот раз компания Vorsteiner решила добавить Urus еще больше агрессивности. Специализируясь на улучшении внешнего вида и производительности высококлассных автомобилей, Vorsteiner разработала эксклюзивный аэродинамический обвес для Urus. Этот комплект не только подчеркивает мощный характер Urus, но и добавляет ему злости в каждую линию, делая его облик еще более запоминающимся. С таким обновлением Lamborghini Urus от Vorsteiner обещает стать еще более выразительным и желанным, подтверждая статус иконы стиля в мире премиальных кроссоверов. Ну и раз начал рассказывать про эту марку, вот еще один автомобиль, достойный попасть в этот список. Немецкое тюнинг-ателье Novitec представила новый пакет доработок для Lamborghini Huracan STO, сконцентрировав внимание не на улучшении технических характеристик, а на внешнем виде и интерьере этого итальянского спорткара. Хотя базовая модель и так славится своей динамикой, благодаря 5,2-литровому атмосферному V10 с 630 лошадиными силами, Novitec решили добавить автомобилю еще больше стиля и индивидуальности.
Ключевыми изменениями стали новые кузовные панели, в которых преобладает углепластик, составляющий 75% материалов. Дополнительно установлены расширенные воздухозаборники для двигателя и тормозов, а также карбоновые накладки на зеркала заднего вида. В партнерстве с американским производителем дисков Vossen Novitec разработали специальные колеса NL4 с центральным замком, предлагая ассортимент из 72 цветов. Для тех, кто желает изменить ходовые качества Huracan STO, Novitec предлагает два варианта подвески – регулируемую с 14 настройками и заниженную на 30 мм. Также доступна выхлопная система из нержавеющей стали или инканеля, которую по желанию можно покрыть чистым золотом 999 пробы. Хотя конкретные детали доработки интерьера не уточнены, Novitec обещает широкий выбор кожи и алькантары различных сортов и оттенков для отделки салона, давая возможность покупателям адаптировать дизайн под свои личные предпочтения. Цена на доработки пока не объявлена, но учитывая эксклюзивность и качество предложенных изменений, ожидается, что они будут соответствовать статусу и премиальности Lamborghini Huracan STO. Знакомьтесь, Франко Sbarro. Кто это? Швейцарский автомобильный конструктор и дизайнер, известен своим неортодоксальным подходом к дизайну автомобилей. Основав свою компанию в 1971 году, Sbarro начал с производства реплик известных спортивных и ретро-автомобилей, таких как Lola 70. Со временем он переключил свое внимание на создание инновационных концептуальных автомобилей, часто экспериментируя с дизайном колес. Один из его самых заметных проектов – Sbarro Espera 8, разработанный в 2012 году. Этот автомобиль, созданный студентами автомобильного подразделения Espera, основанного Sbarro для обучения молодых специалистов, является ярким примером его стиля. Авангардный дизайн этой модели, вдохновленный американскими хот-родами, сочетает элементы классического и современного автомобилестроения. Espera 8 оснащен FI-образным двигателем «восьмеркой» от Maserati 3200 GT, развивающим 360 лошадиных сил, что сделало его одним из самых выдающихся экспонатов на парижском автосалоне. Проект был реализован всего за 8 недель, что дополнительно подчеркивает уникальные навыки и возможности, которые Sbarro предоставляет своим студентам. Espera 8 — это не просто автомобиль, это своего рода произведение искусства, демонстрирующее творческую фантазию и инженерное мастерство, способное вызвать восхищение и удивление. А вот еще одна безумная работа Sbarro – Monster G. Представленный на Женевском автосалоне в 1987 году, этот внедорожник вызвал настоящий фурор своей нестандартной конструкцией и дизайнерскими решениями. Колеса Sbarro Monster G — это нечто совершенно особенное, они взяты прямо с Boeing 747. Диаметр каждого колеса достигает полуметра, а ширина — 35 сантиметров, что делает их поистине гигантскими. Покрышки были специально разработаны компанией Goodyear по индивидуальному заказу для этого проекта. Кузов автомобиля изготовлен из кевлара, что обеспечивает высокую прочность при относительно низком весе, делая Monster G идеальным кандидатом для экстремальных условий. В багажнике находится маленький скутер, что может пригодиться в случае, если вам понадобится перемещаться в более узких или недоступных для большого автомобиля местах. Двигатель Mercedes-Benz объемом 6,4 литра и с 8 цилиндрами развивает мощность 350 лошадиных сил, что делает Sbarro Monster G не только мощным, но и динамичным внедорожником, способным демонстрировать впечатляющие скоростные характеристики. Считаете смарты женскими машинами? Очень зря. Долгое сотрудничество ателье Brabus с маркой Smart всегда порождало интересные проекты, но на этот раз они действительно превзошли самих себя. На автошоу во Франкфурте был представлен шоу-кар Ultimate и Concept, который стал настоящим прорывом в линейке Smart. Этот компактный электрический автомобиль оснащен двигателем мощностью 204 лошадиные силы и крутящим моментом 350 ньютон-метров, передаваемым на заднюю ось. Подобная мощность позволяет концепту ускоряться с нуля до 100 км в час всего за 4,5 секунды,
а максимальная скорость достигает 180 км в час. Brabus также уделила внимание уменьшению массы автомобиля, несмотря на увеличенный аккумулятор. Благодаря кованым колесным дискам Brabus моноблок и Dixon, которые являются одними из самых легких 18-дюймовых колес на рынке, снаряженная масса составляет 1085 килограммов. Шины размером 205 на 35 R18 спереди и 235 на 30 R18 сзади также способствуют лучшей динамике и управляемости. Brabus Ultimate и Concept может стать доступен в мелкой серии, если показанный интерес на выставке во Франкфурте будет достаточным. Таким образом, этот проект не только демонстрирует возможности электрических технологий в компактных автомобилях, но и открывает новую страницу в истории Smart и Brabus. А видели новый кузов американской классики? Выглядит очень изысканно и брутально. Corvette Stingray претерпел важные изменения, которые могут дать модели второе дыхание. Обновленный силовой агрегат LT2V8 объемом 6,2 литра теперь оснащен новой системой непосредственного впрыска топлива, что должно улучшить тяговые характеристики автомобиля. При этом мощность двигателя остается на уровне 497 лошадиных сил в стандартной комплектации и 502 лошадиных сил с опционной прямоточной системой выпуска. Кроме того, новая модель получила дополнительные варианты цвета кузова, а также возможность выбора антикрыла независимо от спортивного пакета с 51. Цена стартует от $62 200 с ожидаемым началом продаж в конце третьего квартала 2021 года. Ну и, как обещал, тачка для очень богатых рыбаков и дачников. Mercedes-Maybach расширяет границы роскоши с новым и неожиданным проектом Project Maybach. Этот автомобиль, представленный как двухместное электрическое оффроуд купе, является уникальной интерпретацией будущих автомобильных путешествий по местам, где обычные автомобили оказались бы бессильны. Команда дизайнеров под руководством Гордона Вагенера и известного модельера Вирджило Абло, который, к сожалению, скончался за несколько дней до премьеры, получила полную свободу в реализации своих идей. Это отразилось в каждом аспекте дизайна Project Maybach. Автомобиль имеет внушительные размеры, его длина почти 6 метров, что включает в себя треть длины, приходящуюся на капот. Стройная неспадающая линия крыши добавляет внедорожнику элегантные черты классического купе, в то время как его периметр защищает трубчатый металлический каркас, не только выполняющий защитные функции, но и придающий автомобилю брутальный и внушительный вид. Project Maybach не предназначен для массовой продажи, а скорее представляет собой концептуальный взгляд на то, как могут выглядеть автомобильные путешествия в будущем, сочетая в себе несравненный комфорт и способность преодолевать сложные участки местности без ущерба для стиля и роскоши, характерных для бренда Maybach. Невероятные машины, согласны? А если вы хотите заработать на одну из них, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. Спасибо за просмотр.